Всем привет! Сегодня по вашим многочисленным просьбам я вам покажу, как стричь сессан. Вот у меня такая модель. Красилась модель сама, она у меня не красится, она красится домухной. Поэтому не обращайте внимания на цвет. А здесь основное, что я делаю, это стрижка. Модель, конечно же, была в поисках очень много времени и пыталась меня заменить, но, к сожалению, у нас классические стрижки мало кто умеет стричь. Поэтому каждый раз, как говорится, она возвращалась в дом. Ну и все, и на протяжении уже, наверное, лет 20 она ходит на стрижку именно ко мне. Так что, чтобы у вас были такие же постоянные клиенты, я вам рекомендую внимательно смотреть это видео, потому что здесь я все подробно рассказываю, как стричь стрижку сессан. Первое, что мы с вами делаем, это мы делаем окантовку. Как вы видите, разделение я вам показала. Делаем с вами окантовочную линию, сразу же делаете ее по кругу, овалу. Все смотрите, какой длины у вас должна быть стрижка, потому что сессан это именно форма стрижки, да, то есть это градуированная стрижка, градуированная форма. Низ у вас может быть круглый, может быть овальный, если девушке идет больше удлиненная форма. Моей девушке идет форма покороче, поэтому я делаю ей круглую форму. То есть круг у нас обозначает это именно первую нашу контрольную прядь, это наша массивная стрижка, которая будет внизу. Значит, второй блок, когда вы отделяете, вы стрижете его по первой линии, по своей, то есть по окантовочной линии. Окантовочная линия у нас с вами стрижется натяжение 0. Никаких у нас с вами градуировок на первой окантовочной линии нет. Вторая линия вы не стрижете как массивную стрижку, то есть у нас идет с вами наложение пряди на прядь, да, но мы с вами не удлиняем, то есть не увеличиваем на 1-2 мм вторую прядь. Мы стрижем ее четко по окантовочной линии, когда вы две соединяете. Никакого увеличения здесь нет. Почему? Потому что если мы с вами стрижем вровень, да, с нижней линии, то при том, когда вы сушите волос, у вас волос немножко приподнимется в сухом виде и получится легкая градуировка. Почему мы с вами градуировку не начинаем сразу с первой линии, с окантовочной? По той причине, что эта стрижка все-таки должна иметь массивный низ. Порвать вы его можете дополнительно после того, как подстрижете. Вот я вам здесь показываю, пошла у нас с вами следующий блок пошел, уже мы с вами делаем угол 45 градусов, так как у нас это градуированная стрижка, у нас с вами натяжение, берется прядь по центру, натяжение 90, срез 45. Там я вам показывала на рисунке, как мы с вами делим. Переходим ко второй линии. Вот опять же я вам показываю. Центральная у нас с вами остается посередине, и мы с вами переходим на диагональ. То есть это стрижка. Для того, чтобы все четко видеть, вы должны переходить на диагональные проборы для стрижки. Вот здесь я вам очень хорошо показываю. Потому что только в диагональных проборах, вот я вам еще раз показываю, что видно контрольные точки. То есть у вас будет всегда две точки, которые вы видите. И надо будет срезать вам всего лишь серединку. Контрольная точка одна верхняя, одна нижняя на окантовке, которая была. Вот я вам показываю еще раз, что я соединяю две контрольные точки. И тогда вы никогда не ошибетесь. Натяжение, даже если вы делаете диагональ, всегда у нас с вами 90 к голове. И дальше, значит, следующий момент. Вот видите, вот здесь основное, да, чтобы вы не зарезали угол, не угол, а окантовочную линию на шее. Последние две пряди вы подтягиваете к третьей, которую вы себе уже простригли. То есть последние две пряди за ухом подтягиваете к третьей. Пожалуйста, не забывайте, это основное условие в этой стрижке. У нас с вами длина за ушком должна остаться такой же. Вот я вам показываю. То есть это должна быть продолжение нашей окантовочной линии. Естественно, мы с вами асимметрично стрижем противоположную сторону.
Вы смотрите, конечно же, внимательно, но не забывайте, что лучше всего ручку ставить лично. Мы с вами сначала прорабатываем все на болванках, потом будем приглашать моделей и будем прорабатывать уже стрижки на них. Так что приходите, я провожу обучение. Значит, вот смотрите, здесь я вам показываю, что у меня есть окантовочная линия. Окантовочная линия, которую я беру вот в эту прядь, да, диагональным пробором отделяю, она у меня все равно является контрольной. Вот видите, я подтягиваю опять две последние пряди к третьей. И не зарезаю окантовочную линию на шее за ухом. Видите, у меня получается такой небольшой хвостик, когда я натягиваю 2 к третьей. Здесь я просто подравниваю опять же окантовку, то есть я ее продолжаю. Будьте внимательны, потому что эта зона, ее всегда зарезают и открывается ушко. Будет потом некрасивая линия. После того, когда вы простригли блок, мы делаем с вами проверку. У нас с вами идет, видите, берете опять прядь, натягиваете где-то по центру, вот первая, да, у нас по центру нашего вот этого всего блока. И у нас с вами низ будет 90, а верх будет 45. Таким образом вы увидите свою линию среза, которую вы сделали уже. То есть вы проверяете длину верхней линии, которая у вас получилась. Подчищаете, дорабатываете. Как видите, я стригу методом пойнтинг. Я сразу же и стригу, и филирую. Мы с вами стригли диагональ в одну сторону. Для проверки мы с вами делаем диагональные проборы и простригаем, видите, глубоким пойнтингом в другую сторону диагональки. Обратите внимание, проверки обязательно на каждом простриженном блоке. Проверяйте сначала с одной стороны, потом переходите на другую сторону. Глубоким пойнтингом. Почему? Потому что это линия, которая сразу делает более мягкие срезы, то есть более красиво ложатся волосы после такой работы. Можете, конечно, если вы не умеете стричь пойнтингом, стричь прямыми срезами. Так, значит, вот сейчас обратите внимание, видите, я сейчас буду продолжать линию. Видите, я вам показываю уже сделанная линия, которая у меня внизу, я ее продолжаю. Не забывайте, пожалуйста, мы не строим с вами новую, мы продолжаем линию, которая уже создана. И это основной успех вашей стрижки. Значит, у нас с вами, помните, центральный пробор, это была контрольная прядь. Теперь мы переходим по диагонали. Видим две контрольные точки, потому что у нас с вами прострижен низ и прострижена середина. У нас с вами в прядь переходящая. И только две последние за ушком мы подтягиваем к третьей. Схему, я надеюсь, вы теперь поняли. Видите, я теперь подтягиваю две последние пряди к третьей. Берите, пожалуйста, небольшие проборы. Не надо делать большие шаги, потому что знаете о том, что чем мельче вы берете проборы, свои рабочие делаете, тем более точнее, более точная у вас получается стрижка. Все, как всегда, мы зеркалим сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Опять также сначала прямо, потом переходим на диагональ. Но прямой пробор мы уже с вами сделали изначально, он у нас был контрольный. Здесь поэтому сразу переходите в диагональные проборы с правой стороны. Все, видите, два последних ряда я подтягиваю к третьему. Ничего не меняется, схема одна и та же. Как начали стричь, так и продолжаете всю затылочную зону. Проверки обязательно. Мы с вами не снайперы. Не бывает так, что все идеально с первого раза. Нет, ну, конечно же, волшебство бывает, случайно попали. Но так как, поверьте, я еще и съемки делаю, мне приходится выворачивать руки. И неудобно, если честно.
но мне надо вам все показать, поэтому я лишний раз перепроверяю, перестраховываюсь, чтобы девушка все-таки не просто моделью была, а она потом ходит у меня с этой стрижкой 2 месяца. То есть ей это очень комфортно. Вот видите, у нас с вами какая уже красивая линия получилась, и это все, как вы видите, в мокром виде. То есть чем хороша градуированная форма, это именно своим объемом. Проверку делаете, натягиваете, естественно, по прядке слева-справа, да, то есть симметрично берете, выхватываете пряди для сравнения и проходите обратным диагональным пробором. Стригли, еще раз напоминаю, в одну сторону пробор, проверка идет в другую сторону диагональным пробором. То есть у нас с вами проверка в 3 измерениях. В плоскости, да, то есть мы с вами натягиваем параллельно полу, дальше попрядно и следующий диагональный пробор. 3 проверки, которые вы делаете обязательно на этой стрижке. Но не только на этой, кстати, вы еще также такие же проверки делаете на боб-каре. Тоже обязательно, для того, чтобы более четко, более точные были формы у вас. Не ленитесь, пожалуйста. Вот я вам опять показала, что 2 контрольные пряди у меня никуда не делись, и я продолжаю линию, которую я начала снизу с шеи. Линию продолжаете. Конечно же, я обучаю. Меня все спрашивают, обучаю ли я только стрижкам. Нет, конечно, я обучаю и краскам, то есть я обучаю колористике, и стрижкам, и вечерним прическам, и мужским стрижкам. Почему я вам показываю именно четко стрижки? Вы понимаете, я столкнулась с тем, что много парикмахеров, которые подравнивают кончики, боятся стричь. Так вот, я решила устранить вот этот вот пробел, и поэтому более четко показываю вам именно стрижки. Очень много показывают окрашиваний, но по какой-то причине стрижки делать боятся. Так что вы будьте уверены, полный курс я вам могу дать. Мы с вами можем разобрать абсолютно все. Поэтому приходите на обучение. Я, естественно, вас буду очень рада видеть. И будем с вами потихонечку становиться просто супермастерами и универсалами. Вот видите, я закончила этот блок, и у меня опять же были проверки. Опять же в горизонт, опять же попрядно. Все как всегда. Соответственно, эту линию смотрите в окантовке. Если у вас там торчат хвостики, то, конечно же, мы с вами окантовочную линию дальше продолжаем к лицу. И опять же диагональная проверка, обратная диагональная проверка. Вот видите, хорошо видно, как я ее делаю. Не пропускайте ни один блок. Вы это делаете, скажем так, не совсем, да, для того, чтобы для стрижки. Вы себя проверяете заодно, потому что если у вас идеально подстрижено, то натягивая и в одну, и в другую сторону по диагонали, у вас все равно будет, ничего не будет торчать, все будет идеально сходиться. Ну и все, продолжаете последний затылочный блок на макушке, который у нас. Также продолжаете нашу линию, которую вы уже создали. Мы с вами ни в коем случае не меняем угол. Пальчики четко ставите по линии и продолжаете нашу градуировку под 45 градусов. Видите, здесь все хорошо видно, сквозь даже растопыренные пальчики, поэтому я вам в эту сторону, уж извините, не повернула. Все равно какие-то, если вопросы у вас непонятки, вы, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием на все вопросы ваши отвечаю. Так что не стесняйтесь. Обучение я провожу в теории онлайн. Провожу я с вами, работаю индивидуально, то есть это без записи. Мы работаем с вами живьем. Переходите, видите, на височек. Вы должны отделить височную зону, ту, которая у вас не была прострижена. И на этом же уровне вы должны отделить часть затылочной зоны. Это для того, чтобы у вас как бы была контрольная линия. И вы сейчас потом поймете, почему.
Дальше продолжаем мы с вами полукруг к лицу, то есть делаем окантовку. Подчищаете окантовку. Я опять же стригу методом поинтинг. Значит, смотрите, мы с вами, когда стрижем вот таким методом, да, я вам уже говорила, мы сразу облегчаем линию. Так вот, я своей девушке ее облегчаю. Вы потом в итоге увидите, она у меня такая рваненькая, легенькая. Если вы как бы хотите более тяжелую эту линию, то стригите прямым срезом. Потом мы с вами все равно будем размывать методом point cut эти линии. И для более тяжести в самом конце я вам еще покажу и скажу об этом. Мы можем пройтись по окантовке машинкой, если вы хотите создать более тяжелую форму. С противоположной стороны, как вы видите, вы также создаете полукруг. Выводите к длине у лица. Вот видите, вводите в затылочную зону нашу окантовку. То есть первая линия — это у вас окантовка всегда. Затылок у нас будет с вами немного тяжелее, потому что у нас две пряди были наложением пряди на прядь. Вот видите, я делаю проверку, сравнивайте лево-право. А уже у лица мы с вами сразу же градуировку делаем. Берете прядь, которую вы уже простригли за ушком, я вот вам ее показала. У лица вы делите сразу диагональ. И ту прядь, которая за ушком, она у вас является контрольной прядью. Вы к ней подтягиваете нашу прядь, которую уже с височка. Вот я вам показала контрольные пряди сверху снизу. И вводите эту нашу линию по контрольным прядям, создаете ее. Вот дальше опять делите по диагонали. Прядь у вас здесь сейчас переходящая над ушком. Видите, да? Видите, две контрольные точки у меня с вами видны. И вот у лица последнюю прядь, которая у вас самая последняя к лицу, вы ее подтягиваете ко второй пряди. То есть у вас за ушком, потом следующая переходящая и еще одна у вас уже будет подтягиваться ко второй. Но не забывайте, пожалуйста, о том, что густота волос может быть разная. У вас может быть как 2, так и 3. Вы не забывайте о том, что последнюю прядь подтягиваете ко второй. То есть та, которая у лица. Вот в данный момент я вам показала схему. Значит, вы сначала простригли, подтягивая, да, а теперь приподняли. Мы с вами теперь создаем градуировку. Вот таким вот образом подтягивая, то есть у нас с вами низ, нижняя линия, она будет 90, верхняя будет, скорее всего, не 45, чуть меньше, для того, чтобы у нас у лица не была сильная градуировка. Где-то градусов 40, наверное, она у нас будет. Вот опять то же самое. С затылка за ушком у вас есть контрольная прядь. Вот две контрольные точки. Вы соединяете линию, которая у нас с вами височная. Да? Подтягиваем. Прядь переходящая была только сейчас. А теперь последнюю прядь у лица подтягиваем ко второй. После этого приподнимаете. Да, видите, у вас есть линия, которую вы уже простригли. Вот я вам показываю, что я приподняла не на 90 градусов. Верхняя у меня именно от верхней отсчитывается. А у меня нижняя на 90, а верхняя у нас с вами натяжение идет. Другую градусов 40. Вот, теперь вы сравниваете лево-право, чтобы понять длину, какую вы простригли. И мы с вами дорабатываем окантовку у лица. Окантовочная линия у нас с вами 0. Почему у нас передняя с вами подтягивается ко второй? Для того, чтобы не зарезать. Потому что на лобных зонах у нас с вами тоже плохой рост волос. Ну, есть, конечно, когда шикарный, но в большинстве случаев плохой. Поэтому для того, чтобы не сделать дырочку, щелочку в стрижке, так же, как и за ушком, мы с вами у лица подтягиваем именно к задним прядям волосы, то есть от лица подтягиваем. Вот продолжаем стрижку с вами. Видите, опять последняя прядь я подтягиваю ко второй. Это обязательное условие для того, чтобы не создать окошко.
Вот видите, здесь натягиваю, делаю окантовку. То есть у нас с вами, естественно, так как мы последнюю прядку подтягиваем ко второй, у нас будет немного удлинения. Поэтому обязательно окантовку выравниваете. Не ленитесь. Выровняли окантовочку, подняли опять прядку и сделали легкую градуировку. Вот видите, уже достаточно легкая линия у меня получается. Но градуировка, она сохраняется. Вот все, опять перешли на другую, на противоположную сторону. И продолжаем нашу стрижку. Контрольные пряди у нас заданы, контрольная длина задана, контрольные точки есть. Ничего не теряйте. Вот опять же прядь у лица я подтянула ко второй линии. Вот она у меня длина, видите? Уже создала я длину. Вот так, все, видите? Теперь выравниваете для того, чтобы не зарезать. Подчищаете. Вот таким вот образом приподнимая, вы создаете легкую градуировку. Опять же, проверки, как вы видите, они просто необходимы. Ну и последняя зона у нас с вами. Не ленимся. У нас последняя зона не стрижется сверху. Мы с вами эту зону обязательно вводим и продолжаем линию, которую мы создали. То есть у нас с вами продолжается градуировка. Еще раз повторю, сессон – это градуированная форма. У нас нет здесь ни равномерной, ни каскада, ничего. То есть у нас с вами, вот она, видите, градуированная, вот она линия угла, которая идет у меня постоянно. Вы его сохраняете. Не забывайте, у лица подтягиваем прядки. Последняя прядь у лица подтягивается ко второй пряди. Здесь вот все хорошо видно. Буду пытаться, естественно, сделать вам онлайн обучение. Будем с вами на связи, потому что многие просят об этом. Так что пишите. Просто я пока еще технически все не организовала, если честно. У меня все сидят на удаленке, и мне что-то просто как-то пока не получается организовать именно обучение по стрижкам онлайн. Но теорию, пожалуйста, звоните, приходите. Так, кстати, на чем я работаю, да, все спрашивают. Мой любимый бренд, конечно, на котором я работаю из красителей, это Goldwell. Я работаю на всех все-таки красках, потому что, вы же понимаете, кошелек у клиентов разный. Поэтому я скажем так, работаю по возможностям клиента. Так как я колорист, поэтому для меня вообще не проблема, какой бренд. Колористика – это наука, она подходит, естественно, ко всем красителям, чего я и вам буду давать, чему я вас научу. У лица мы с вами также продолжаем наш полукруг. Длину вы задаете какую? Ту, которая идет девушке. То есть длина у лица, вот она, я вам показала как бы подкова. И это все-таки длина челки, поэтому вы себе задаете определенную длину. Натяжение идет уже параллельно полу, да, то есть вы сначала создали окантовку, это первое условие. У вас появилась контрольная линия нижняя. Дальше вы приподнимаете параллельно полу прядь и по контрольной своей нижней линии, которая у вас видна будет сквозь волосы, вы простригаете длину. Таким образом вы создаете градуировку, легкую градуировку у лица. У нас с вами тяжелая стрижка, не забывайте, поэтому обязательно повторяйте то, что я вам показываю. И только так, и больше никак. Только в этом случае у вас, кстати, эта техника называется Видал-Сасун, потому что это классическая стрижка, это классическая форма. Дальше мы с вами продолжаем проверки. Переходите к затылку. Опять же, соединяем мы с вами теперь зоны, которые мы с вами простригали. Вот видите, здесь появляется маленький уголочек. Натяжение у меня, опять же, я вам показываю, видите, расческой. Оно идет параллельно полу, чтобы не зарезать, чтобы не поднять сильно. И соединяете нашу боковую зону с теменной зоной. То есть там, где мы с вами делали удлинение. Нам с вами надо смягчить эти зоны. Так, зону у лица, виска смягчили, да, уголочек убрали, размыли его.
Следующая зона у нас с вами на удлинение была. Это зона за ушком, если вы помните. Здесь также, вот она, видите, я вам показываю, размываете этот уголочек. С противоположной стороны, соответственно, также. Вот, убираете. После этого, конечно же, мы с вами сушим. Высушиваете вы феном волосы где-то, оставляя влажными процентов, может быть, 15, 20 максимум. И дальше уже приступаете к укладке. Здесь я использую брашинг. Скелетную расческу, как видите, я здесь не использую. И брашинг вы берете именно того диаметра, который вам подходит по длине. Если вы обратили внимание, я сначала работала маленьким брашингом, зона повыше у нас уже, которая идет к теменной зоне, к макушке, брашинг у меня увеличился в диаметре. Здесь эта стрижка, она не предполагает объем в теменной зоне, она предполагает объем расширения у лица, да, то есть на уровне ушей. И поэтому, конечно же, эта стрижка специфическая, она подходит далеко не всем клиентам. Поэтому смотрите форму лица, форму головы клиента, структуру волос, потому что, конечно же, также может подойти не всем. Но, если честно, да, Видал Сасун придумал эту стрижку именно для тонких волос, так же, как и стрижка каре. У нас она придумана для тонких волос. После того, когда мы с вами все посушили, видите, я не создавала девушке сильный объем, потому что вот она носит именно так, да. Вот видите, она уже форма очень красивая. Мы с вами дорабатываем теперь на сухую. То есть вы же понимаете, что мокрые волосы это пластилин. Да? Как подстригли, как положили, так будет лежать. В сухом виде, почему мы дорабатываем? Потому что обязательно в сухом виде, когда мы волосы уже уложим, сделаем сухими, да, у нас с вами начинают появляться какие-то нюансы, потому что волос у нас растет у каждого по-разному. У кого-то в одну сторону, у кого-то в другую, у кого-то вихры появляются. И вот после того, когда посушим, все это сразу становится очевидным, явным. Поэтому обязательно вы стрижку дорабатываете на сухую в самом конце. Я дорабатываю, опять же, методом поинтинг, то есть я сразу облегчаю кончики. Но если вы считаете, что ваша модель должна иметь более тяжелый низ окантовочный, вы можете это дорабатывать машинкой. То, о чем я вам говорила. И будет тогда более тяжелая такая форма внизу. Вы потом уже в конце на фотографиях увидите, что она у меня по окантовочной линии немножко такая рваненькая. Мы делаем это специально. У моей модели достаточно хороший густой волос. Он толстый. И поэтому я облегчаю для того, чтобы ей легче было носить, потому что чем хороши эти стрижки? Они ложатся, то есть ты посушил, тряхнул головой, и эти стрижки лежат. Это точные стрижки, это стрижки в технике Видал Сасун, я это уже говорила. Поэтому обязательно придерживайтесь технологии, методики этой стрижки. Не надо отступать никуда, если вы хотите получить очень хороший эффект. Вот видите, в сухом виде выползает длина, да, потому что я ее расческой вообще не захватывала. Соответственно, почему? Потому что дома она тоже ее не захватит расческой, потому что зона короткая. Поэтому вы обязательно дорабатываете так, чтобы у вас в идеальном виде именно было в сухом. Вот, все это вот это лишнее убираете. Не торопитесь, убирайте по чуть-чуть, как я делаю, для того, чтобы посмотреть, потому что вы сейчас кусок лишний отрежете, потом не нарастите. Все по чуть-чуть убираем. Вот теперь, видите, переводим с вами в затылочную зону эту линию, дорабатывайте, потому что и на затылке тоже разная форма роста. Поэтому мы с вами сделать должны так, чтобы все было очень красиво и идеально. Вот дорабатываете полукруг наш. Вот, потом мы с вами переходим уже на метод Point Cut. Я здесь начинаю уже облегчать, то есть размывать мою тяжелую линию, для того, чтобы волосы рассыпались, мягко ложились. Метод Point Cut на расческу, как вы видите, сначала делаем.
Все хорошо отчесываете, чтобы у вас была линия ровная, для того, чтобы не срезать лишнего. То есть мы с вами здесь не убираем длину. Методом Point Cut на расческу мы с вами только размываем, только облегчаем. То есть это у нас с вами метод филировки. Также вы можете использовать метод слайсинга, если вы хотите посильнее порвать. Форма от этого не изменится, форма также останется кругленькой, просто более рваной, более легкой. Вот видите, я уже порвала, у меня, видите, линия, можно сравнить, она прям видно, что с одной стороны полегче, с другой потяжелее. Поэтому вы, естественно, создаете ту, которая подходит вашей модели. Я стараюсь учитывать ваши пожелания, так что вы мне пишите, какие пожелания у вас есть. Я стараюсь все-таки подбирать тогда модели и делать съемки. Поэтому подписывайтесь, конечно же, на меня. Мне это очень приятно. Я всегда с вами в контакте, всегда в общении. Все спрашивают, где я живу. Ну, у меня написано на моей страничке, естественно. Я живу и работаю в Москве. Озвучиваю это сразу, потому что очень много вопросов, где я. Вот затылок тоже, как вы видите, я облегчаю на расческу. Филировка на расческу. Здесь основное условие. Вы ножницы держите перпендикулярно расческе. Это основное условие. Прядь у вас должна быть идеально ровной и гладкой. Иначе вы просто зарежете длину. После этого, видите, я делаю уже филировку на пальчиках. Но опять же, если вы считаете это нужным, если у девушки волос немного, если волосы более тонкие, я вам сделаю. У меня есть еще одна модель на примете. Я вам покажу на более тонкие волосы, как смотрится эта стрижка. Тоже будет очень шикарно. Так что ждите, подписывайтесь, я обязательно ее для вас сфотографирую. Вот здесь вот модель у нас уже с вами практически готова. Если что-то было непонятно, конечно же, пишите, я отвечу с большим удовольствием. Ну, еще раз повторю, приходите на обучение, буду вас всех очень рада видеть. Не пропускайте ни одной зоны, обязательно каждый блок простригайте для того, чтобы у вас объем был равномерный. А если вы в одном месте сделали, в другом не сделали, это будет видно и будет трудно девушке, когда она будет носить. Дома укладывать, она же дома пользуется сама своими ручками, не вами, вы об этом не забывайте. Вы должны подстричь так, чтобы ваша модель справлялась дома сама. Вот видите, я раскидала волосы, видите, какая линия у меня получилась шикарная. Обязательно после этого все волосы сдуваете. Почему мы сдуваем? Мы не делаем второй раз укладку девушки, нашей модели. Правильно, мы с вами моем только второй раз только мужчин. А женщин нет, потому что мы уже сделали укладку, доработали на сухую. Поэтому все очень хорошо сдуваете с волос, чтобы клиенту было более комфортно и клиент ваш не чесался. Все, видите, вот она какая красота получилась. Вот видите, клиент у меня уже доволен сидит. Так что давайте, я вас всех жду. Хорошего вам дня. Я всех вас люблю. Пишите, подписывайтесь. Пока-пока.